Crazy Russia. Доктор, хиропрактор. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алекс Смаилович, я доктор мануальной терапии и функциональной неврологии. Сегодня у нас повторно в гостях Тимур. Мы будем править ему шейный отдел, так как периодически тревожит у человека сидячая работа. Понятное дело, постоянно за компьютером. Да. Вот. Сейчас будем диагностировать, посмотрим, что у него, и будем приступать к лечению. Ну, будем пальпировать его. В принципе, ощущаются сильные компрессионные синдромы, спазмы, а именно также, в принципе, видимо, от образа жизни, то, что сидит, смещение слева направо у него также. Пальпируем мышцы, поднимающие лопатку в сильном натяжении, внутренний манжет ротатора руки, то есть трапециевидная группа, лестничные группы, ременные группы. Ну, опять же, всегда как бы, ну, стандарты, те, кто сидячая работа, атлант, сразу видно, что смещение слева направо. Наблюдается также синдром позвоночной артерии, то есть небольшая гипоксия с небольшим смещением. В принципе, если будете наблюдать, смотрим. Слева направо, правая лопатка выше, левая ниже, левая компенсаторная у нас. Вот. Ну, это у нас остистый отросток, он самый большой, переходящий с 7-й шейно-грудного отдела, как, в принципе, он анатомический такой. Для того, чтобы помочь ему, нам нужно в первую очередь разблокировать стабилизационную систему лопатки, начиная от ромбовидных круг, глубоких разгибателей, вот, малых кругов, больших. А потом уже будем переходить потихонечку кверху, полностью разблокируем, а в конце будем производить трасты, и все будет четко. Начнем. Видите, синдром прямой спины, то есть у него гипокифоз, наоборот, вогнутый. Расслабляемся потихонечку. Для того, чтобы приступить к глубоким правкам, в первую очередь нужно всегда постепенно, по слоям. Сперва производим динамику, мобилизуем. Проверяем, где, в каких векторах напряжения. То есть, своего рода, сразу же, когда ты делаешь прием, производишь манипуляции, ты уже сразу диагностируешь, уже на более глубоких уровнях. Смотришь, как лопатка, куда дается, в каком векторе. Проверяешь полностью. То есть, чтобы уже руки помнили, то есть, твоя мелкая моторика, ты уже чувствовал все. Где, как, что. И уже по ходу поверхностной проработки ты уже понимаешь, где больше будешь вносить стимулы для того, чтобы создавать регенерацию тканей, где будешь разблокировать какими методами. Все, тебе, в принципе, нам все ясно. В принципе, все ясно. Всегда практически самые сильные функциональные блоки проявляются переходящей группы шейно-грудного отдела и атланта. Масло наносим. Для чего нужно масло? Для того, чтобы прорабатывать глубокие зоны всей зоны человека. Пожалуйста, не вставай, опору. Все. Подняли себе для определенного уровня, как вам удобно, и прорабатывайте. То есть мы уже включаем более глубокие зоны данной манипуляции. Не зажимайся. Спокойный вдох, спокойный выдох. Акцентируй свое внимание на дыхании. И проявляем больше доверия, не боимся. Если ты уже на стол лег, то уже доктору своему доверяешь. Я доверяю. Да. Девиз мануального терапевта, знаете? Мы залазим туда, где другие даже боятся смотреть. Ты не напрягайся, дыши спокойно. Я вроде расслаблен. Держи ручку спокойненько, да. Большинство людей всегда спрашивают, как вы так с такой физической активностью и еще умудряетесь столько времени править пациента? Ну, потому что выстраиваешь эргономику. То есть бывает в процессе больше всего отдыхаешь, чем работаешь. Эргономика – одна из самых важных частей для доктора и его профессиональной деятельности.
И напрямую нужно чувство тела. Терпимо? Да. Всегда спрашиваем у пациента, терпимо ему или нет. Если ему будет больно и нетерпимо, то он будет напрягаться. И вы не сможете внести стимул именно в ту точку, куда надо. Только я чуть сдвинулся, включиться куда-то мне нравится. Почему при правке всегда мы свободную верхнюю конечность всегда поворачиваем в разные вектора? Потому что при разном положении руки открывается тот или иной вектор, нужный для правки. Всегда. Для того, чтобы править, допустим, в данный момент это подлопаточная мышца, ромбовидные группы, глубокие разгибатели. Потом также руку переводим, включаем широчайшую группу, зубчатую, на малую круглую, большую круглую. И затрагивается именно кубитальный нерв. Канал, где именно проходят нервные почки. Это обычно данная манипуляция, в частности, применяется у всех, у кого не имеют руки, простреливают в конечности, слабость в конечностях. Также данная манипуляция очень хорошо для того, чтобы корректировать осанку. В частности же много сутулых, кто с горбом. Также она способствует выпрямлению осанки. Очень хорошая манипуляция еще для того, чтобы разблокировать то, что провоцирует межреберную невралгию, аритмию и ишемию. Вот. Также разблокирует диафрагму, человек начинает полностью, полной грудью дышать. Когда-нибудь уже приедете ко мне в мой большой центр. Как говорит, мечта, мысль, действие, да? Мысль материальная. Так, все, спокойно, спокойно держи. Сейчас будем править саму лопатку. Коллеги мои, самое главное, чтобы чувствовали своего пациента. Наши руки сделаны так, что мы можем, как инструмент, универсальный инструмент, можно править любую дисфункцию в человеке. То есть самое главное понимать степень напряжения, внесение стимула, глубина характера. Не ленимся всегда поднимать столы. Здесь уже пошли более глубокие правки. Воздействуем именно на тело позвонка.
То есть взяли тело позвонка и прорабатываем. Правим. Практически создается декомпрессия. Вроде веду вниз, а декомпрессия. Да, я чувствую, что шаг глубокий. Чувствуешь? Держи это. Практически все манипуляции, они в декомпрессии. То есть мы всегда ротируем. Всегда. Поэтому, дорогие друзья, не переживаем, когда у всех грыжи и протрузии. У меня каждый мой второй пациент с грыжами, с протрузиями. Поэтому не бежим сразу оперировать. Вам нужно всего лишь найти хорошего человека, понимающего, осознанного, и он вам поможет с этим разобраться. Кто? Терпимо? Да. Нет. Отлично. Как вы думаете, у доктора мануальной терапии должны быть сильные руки? Уже чувствуется, что как будто новую лопатку поставили. Полностью восстановлена лопатка, кровообращение. То есть чувствуется, что пошла вода в хату. Интересно, как на английском это будет? Я же не знаю, как это перевести. Переводить. Ну, это уже ваша задача. Crazy Russia. Доктор, хиропрактор. Я помню, как в Дубае пациента принимал, он встал такой: о май гад, о май гад, о май гад. Человек был под впечатлением, первый раз мануальный терапевт. Я бы еще в Майами съездил поработать. Вы в Майами не были? Нет. У меня друг съездил в Майами. Говорит, вроде ничего, так нормально. Но жить бы там не остался. Видите, какие функциональные блоки? То есть вот эти вот уплотнения, есть некий функциональный блок. Задача доктора определенными стимулами разблокировать, чтобы этот вектор движения был полностью высвобожден. Если у вас есть хороший доктор мануальной терапии, уже вам не страшно никакие заболевания опорно-двигательного аппарата. Самое лучшее лечение – это профилактика. Найдите себе хорошего специалиста и всегда будете здоровы. Ну, конечно, его нужно найти. Они есть, мои коллеги прекрасные люди.
И не требуйте там с человека, который просто занимается массажами и говорят о том, что ой, мне там что-то он не помог. Как вы можете требовать от человека, который не специализируется этим? Раньше вот мои коллеги, неврологи, категорически всех открещивали, чтобы не ходили к мануальным терапевтам. А вы знаете почему? Они в отчасти всегда правы. Потому что был какой-то неприятный случай. Они в первую очередь куда бегут? К неврологу. Доктор, я был там костоправа, он мне что-то свернул, повернул. А представьте, 10, 20, 30 человек так пришли. Конечно, у человека формируется мнение, что о том, боже упаси, потому что сколько с опытом приходили к нему, всегда с негативным опытом. Поэтому меня открещивали. А сейчас уже мои коллеги-неврологи сами ходят ко мне лечиться. Потому что мы полностью перевернули сознание, дали знать, что можно, оказывается, лечить. Мануальная терапия делает класс. Терпимо? Да, Как-то неубедительно. я привык. Зато кайф. Вот здесь, конечно, побольнее. Увидели сейчас ноги Тимура. Он танцует чечетку. Ну, говорит, нравится. Может, он мне просто льстит и не говорит. А когда я говорил так, Да у него просто болевой порог низкий, поэтому. у меня низкий, Угу. у кого высокий. По-моему, самый лучший подарок мужчине – это сертификат для приема. Представляешь, насколько это великий подарок. Так, дорогие дамы, закупаем сертификаты, носки в сторону. Что там сейчас дарят еще, нет? Не знаю, носки, наверное. Тебе что подарили? Признавайся. Носки? Да, у меня дома. Дед Морозиком. Это еще остатки с Нового года. А мне сегодня сын подарил маятник, представляете, утром. Давно себе хотел. Такой прикольненький. Так, переходим именно на шейный отдел. Сейчас поднимем. Видите, гиперемия хорошая, все покраснело. Это говорит о том, что мелкоциркуляционное русло восстановлено. Энергия пошла. Так, подготавливаем, чтобы плечики, лопатки полностью прилегали к столу. Все, теперь приступаем. Уже ближе к шее подходим. Вот вы представляете, сколько нужно подготовить, проработать именно двигательный аппарат. Восстановить механомоторную функцию. А потом уже переходим к шее. Воспринимаем, как вот взяли отдел, шейный отдел, как дерево. Это корни, это ствол, крона. Пожалуйста. Чтобы было здоровое тело, нужно что? Корни. Прорабатываем корни. Хорошо стволу, хорошо кроном. Волос, видите, растет хорошо. Видимо, пошла. Что-то ягод нету.
У тебя там что растет? Что за порода? А? Тимур? Расслабь. Ты просто, как всегда, один сеанс. Так бы несколько, я потихоньку бы делал. То скажешь, потом пришел, там это. Надо вот чуть-чуть жару дать. Посмотрим. 1,5 миллиона, наверное. Хорошая правка, знаете, как считается, когда человек весь потел, как будто после бани? Да, кстати. Сколько высвобождается энергии. По сути, нам кажется, что мы ведем всегда один вектор. Но на самом деле, я вот сейчас 3-4 раза провел, я правил разные зоны. Вроде манипуляция одна, а проработаешь совсем разные зоны. Ну, это приходит с опытом. Отлично. Как мы делали капучино. Посылаю свет любви всем своим коллегам. Желаю вам процветания и благополучия. Все знания должны приумножаться. Поэтому все, что дается, в итоге будем передавать. Отлично. Я создаю воздействие на позвоночный столб именно через стабилизаторы, которые фокусированы в данной области, которые отвечают за данную область. То есть рядом именно с позвоночным телом. Понятное дело, воздействие прямое тоже локально идет, но... Вот так вот. И сразу видно, вот выпрямились позвоночники. Вот эти. А уже шею нужно аккуратненько. Находим векторные энерготочки, которые практически по всему
столбу проходят. И двигаем. Чувствуешь, Тимур? Да, я чувствую. Не слышу уверенности. Я чувствую, да. Это уже глубокая остеопатическая правка. Она воздействует практически на весь позвоночный столб. Именно на уровне нейрофизиологии. Отлично. Тесовочки. Вот так. Вот. Эффект Донкрата. Правим именно связочный аппарат лопатки. Отлично. Уже переходим именно на первые позвонки. Именно атлант, второй. Все проработаем. Как показывает практика, здесь больше всего сконцентрировано функциональных блоков. Вот точно. Очень аккуратно работаем с данной техникой, потому что очень много нервных окончаний. Тем более, как показывает практика, атлант практически всегда нестабилен. Функциональный блок всегда, вектор, норма-вектор всегда изменен. Отлично. ТС-линия всегда является вторичкой. Бывает и первичка, но когда работаешь с атлантом, она переходит на вторую группу. Поэтому данная манипуляция включает всегда как правку папы и мамы. Это в неврологии так, объясняюсь кухонным языком. Это разблокировка внутричерепного давления и восстанавливает всю сосудистую головы. Вот эта манипуляция взята из остеопатии, кранискоральной терапии. Рабочая штука. Все это одно производное от мануальной терапии. Чуть-чуть пройдемся именно по столбу. Такой классической правкой. Протягиваю. Видите, как эффект открывашки.
Отлично. Полностью подготовлено. Теперь можно править. Точнее, будем снимать суставные функциональные блоки. Красавчик. Так, дорогие друзья, теперь переходим также в части, все это часть мануальной терапии, но уже другой уровень. Это мы разблокируем суставные функциональные блоки. Это он от радости вверх поднялся. Я чуть-чуть его приспущу его с небес. Аккуратненько. Создаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Все, аккуратненько. Все. Вдох, выдох. Все. Просто перепроверяем. Вдох, выдох. Отлично. Вдох, выдох. Отлично. Все, пусть немножко полежит, отдохнем. Можем сразу же здесь поработать ручки. Раскрываем. Поднимаем плечики. Правим плечи. Взяли и прорабатываем, прорабатываем. Прорабатываем все вектора. Тянем, снимаем суставные функциональные блоки. То есть данная манипуляция вообще правит всю руку. Карпальный туннель. Все. Отлично. Переходим на другую руку. Правильно. Подготавливаем. Сперва показываем телу, что мы хотим от него. Чтобы мануальный терапевт, как симбиоз, гармонично, уравновешенно прорабатываем нагрузочку. Проверяем руку. Карпальный туннель. Обычно много функциональных блоков именно у программистов или геймеров, когда держат мышку всегда. Так, готов. Ну, обычная классическая правка для крестово-поясничного отдела. Ложись на бок. Ближе ко мне. Прямо. То есть это некий такой стандарт. Но я здесь всегда стараюсь, если данная зона находится в таком положении, то почему бы и не проработать сустав? То есть старайтесь всегда, какая рыбка попалась к вашей сети, такую проработали. То есть перед тем, как будете править, проработайте. Полностью смотрим суставчик, где связки, где натяжение. То есть вы сразу увидите, ага, здесь взяли, проработали. То есть подготавливаем поясничку. Это еще до правки. То есть мы полностью мобилизируем, говорим телу, что мы хотим от него. А потом уже потихонечку, то есть создаем маленько, не сразу хрустим, там, рвем или что там любят делать. Аккуратненько. Прислушиваемся к телу. Тянем, 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 тянем. Все, отпустили. Тянем, 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 отпустили. Потихонечку, потихонечку. Все, видите натяжение. И все, производим. Переворачивайся. Здесь, в принципе, нормально. Все, зафиксировали, проверяем. Прорабатываем суставчики вокруг полностью. Проверяем. Лучше всего, дорогие друзья, всегда делать локально. То есть, если человек обратился с болями там, по всей спине, всегда спрашивайте, где у вас больше всего преимущественно болит. То есть, говорят, там, крестово-поясничный отдел дает в ноги все. Больше всего в данный период времени, первые 2 сеанса, старайтесь внимание уделить именно этому, потому что оно будет требовать больше усилий.
сделали, стали легче пациенту, все, можете полностью как бы локально все это делать. И поясничку, вверх грудной. Но сразу старайтесь помочь человеку, где у него болит, с чем он пришел. Потому что психология пациента заключается в том, что я хочу избавиться от того, что меня тревожит. Играю чужую игру, но по своим правилам. Вы же специалисты, профессионалы своего дела. Также прорабатываем каждый вектор. Смотрим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все, продышали. Все, везде динамично. И все аккуратненько правили. Все хорошо. Пусть отдохнет, полежит немножко. Можете сделать небольшую висцералочку. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Проработайте подвздошную группу. Пожалуйста. Многие жалуются, когда болит поясница, отдает в пах. Прорабатываем, смотрим. Висцералочку небольшую можно сделать. Но это в зависимости от вашей специализации. Если вы этими навыками обладаете, почему бы и нет? Вам пациент будет всегда благодарен. Пока все отдохнул. Присаживайся, будем переходить на шею. Всеми любимая шея. Также спокойненько, все, подготовились. Прорабатываем именно примыкание атланта, первых позвонков. Так как здесь всегда больше всего функциональных блоков. Как в маятнике, знаете, здесь сбило, а там вылетело. Также и здесь всегда страдает шея. Тем лучше всегда страдает шея. Потому что гиподинамия бич 21 века. О, здесь вот самые мои такие болевые. Я нашел его тайное место. Мгм. Бери ноги, пожалуйста. Все, расслабляй. Держи. Расслабляй. А вот уже когда идет правка атланта, то есть пробираешь, это очень аккуратно. Очень аккуратно. Я к этому проходил практически 6 лет для того, чтобы научиться править атлант руками. 90% всех, кто правит работу, взаимодействует с атлантом, это либо аппаратно, либо вытягивают манжетом. Но я научился делать руками, дорогие друзья, чего желаю вам. Потому что движение – это жизнь, жизнь – это движение всегда. Медицина – это такое направление, что нужно учиться всегда. Дай голову. Вот так. Держи. Опускай голову. Обязательно фиксируем себя, фиксируем руки, потому что это очень серьезная правка. Все, ставим именно примыкание затылка и первого позвонка. То есть прям все, динамика, 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 динамика. То есть мобилизируем, проверяем. 7 раз подготовь, 1 раз правь. Все, держим, держим. О, так. Супер. 6 лет я к этому шел. Так. У нас улыбки радостные. То есть я проработал, вправил ему первую группу, то есть самую тяжелую группу я подготовил. Вправил вверх-вниз. Теперь мы правим всю спокойно шею. Выпрямись. Держи себя в руках. Все подготавливаем. Подготавливаем. То есть мы должны обозначить телу, ему, то есть психологически, что он готов. Все, не напрягается, дается. Не надо сворачивать. Зачем вы за хрустами бежите? Если можно здесь все проработать, и здесь спокойненько, малым вектором все вправить. Что мы делаем непосредственно здесь? Смотрите. То есть я чуть-чуть повернул, я не сворачиваю ему сюда. То есть вот, нахожу вектор самый сильный и вправил. Здесь тоже, а ну держи себя в руках. Он все убежать хочет от меня. Держи вектор. Все.
Вот, держим, смотрим, проверяем. Подготавливаем. Подготавливаем. Все. Видите, не сворачиваюсь. Я здесь правлю ему. И все хорошо. Опускай голову. Хотите, покажу вам кунг-фу? Мне передали эти навыки древнейшие шаманы. Кто шаманы там? Делаем веселые поворотики. Помните прикол такой-то? Пру-та-та. Фу, я вспотел. Можно в отчасти, если пациент хочет локально, чтобы ему также проработали плечи. Обычный стандарт. Можете вот так ударной техникой. Дорогие друзья, есть специальные ударные техники, настоящие, лечебные. Они делаются очень аккуратненько. То есть находится вектор, где глобальная дисфункция здесь у него. И потихонечку можно проработать. Потихонечку. Если это плечи, можно вот так вот прорабатывать. Потихонечку все. Бывает даже постучишь, и даже приятно в какой-то степени. Порастягивали. Взяли. Вниз. Я как прям на черный пояс по карате сдаю. Хотя я дзюдоист, кандидат мастера спорта по дзюдо. Все, держим. Руку. Берем локоть и потихонечку по векту проверяем. Проверяем. Нашли какой-то блочок, чуть-чуть подергали. Сюда подергали. Сюда подергали. Вверх. Потихонечку смотрим. Своего рода мобилизация. Проверяем все, весь вектор. Отлично. Также смотрим другую ручку. Мой вам совет всегда валик. Берем валик. Я вот порезал чуть, чтобы было удобно. Поднимай ноги. Чтобы было мягко. Отнюдь, чтобы было всегда мягко. И все. Чуть-чуть натяжения. Чтобы коленки были чуть-чуть. И создаем вот такую вот вибрацию своего рода. Все. Вектор и прорабатываем. Все. Создали. И пошли править. Видите, то есть взял медиальную группу. Все. И прорабатываю таранку. Смотрим. Проверяем, чтобы была динамика. Все, проработали, смотрим. Поставили ручку, как под коленко. Все, зажимаем. Все, про другую сторону. Потихонечку. Потихонечку. Поставили сюда. Подвинули, чтобы не мешало. И отсюда прорабатывать. То есть я зафиксировал ее. Все, прорабатываем. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь прорабатываем, здесь прорабатываем. Закончили. Сгибаем ногу. То есть здесь уже валик нам не нужен. Зафиксировали ногу. Все. В частности, всегда болят ноги медиально, то есть именно в коленной части. У кого-то мениски стираются, многих заболеваний различной степени, то есть синовит, бурсит, все что угодно. Почему так делается? В суставах особо не проработаешь. Там мышц нету, чтобы там что-то продавить, проработать. Это четырехглавые группы, то есть столько связочных аппаратов, столько мышц. Вот здесь все грубо сухожилие. Вокруг проработали. В местах связочного аппарата, где рядом головки. Раз, два, проработали. Создаем давление. То есть взяли, зажали. Болезненно, но и очень эффективно. Колени после этого очень легкие. Все, подвели опять. Теперь меняем вектор. То есть раньше я делал от себя, грубо говоря, теперь делаем на себя. Или от себя, без разницы. То есть просто меняем. Вверх, вниз, вверх, вниз. И похлопаем. Можно сделать ударную технику.
Все, подготовили. То есть везде все, красное колено. Теперь можем смело потихонечку править. Каруселечку такую прорабатываем. Каруселечку прорабатываем. Каруселечку. И в конце можно произвести вот такую небольшую манипуляцию. И прорабатываем полностью все. Суставчики. А так, в принципе, полная правка произведена. Желаю вам всем любви, добра и благополучия. Уважайте и любите своих коллег-докторов. Кто бы к вам ни пришел, что бы ни сказал про, что я был у доктора, что-то вам там сделали, неважно, благодарите того человека. Возможно, он сделал то, что не смог бы сделать кто-то из вас. Поэтому будьте всегда благодарны и делайте все через призму своего духовного сердца. Я посылаю вам всем свой свет любви, роста, развития и процветания вам. Благодарю. Думаю, на этой позитивной ноте можно закончить. Все сказано. Все хорошо, все проработали мощно. Так, отлично. Все видели. Да.